Планы и цели Украины на российских территориях, кто стоит за попыткой отравить немецких солдат и как наступление ВСУ отразилось на работе ЖД-сообщения Беларуси и РФ. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Украина могла изменить цели после ошеломительного успеха в Курской области. Каковы дальнейшие действия Киева в России? Украинское командование решило взять эту территорию под довольно длительный контроль. Лукашенко заговорил по-новому. В Польше отмечают смену настроения у самопровозглашенного. Что происходит? Считаем, что есть основания для того, чтобы эти труднейшие проблемы разрешить. В России вновь говорят о переговорах с Украиной. Кто и какие условия ставит? Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Украина пополняет свой обменный фонд и готова к созданию военных комендатур в населенных пунктах Курской области, которые теперь находятся под контролем Киева. Об этом буквально накануне сообщил Зеленский. Западные медиа пишут, что молниеносное наступление Украины в Россию превзошло все ожидания, и этот успех, возможно, повлияет на дальнейшие цели ВСУ. Собственно, о том, чего хочет достигнуть Украина и какие задачи ставит перед собой, об этом мы поговорили с военным обозревателем Давидом Шарпом. Сегодня, как мне видится, варианта здесь может быть два. По-прежнему вариант так называемого рейда, я сейчас говорю чисто с военной точки зрения, это когда украинская армия, продвинувшись по максимуму, на каком-то этапе достаточно быстро отступит на украинскую территорию. То есть достаточно быстро, это в течение, скажем, считанных дней, максимализировав успех. То есть наведя шороху, захватив максимум пленных, нанеся ущерб значительный, приведя косвенно и прямо к экономическому ущербу для России. Но признаки говорят, такой сценарий я не исключаю, однако признаки, которые мы видим последние дни, и это масштабы операции, это попытки ее продолжать, ее расширение, говорят несколько ином сценарии, что, видимо, подчеркиваю, это не 100%, видимо, украинское командование решило взять эту территорию под довольно длительный контроль. Я предполагаю, что я уверен, что речь не идет о попытке аннексии, либо проведения референдумов и тому подобного. Однако взятие территории под контроль, это уже будет, я бы так сказал, повышение ставок явных. То есть с целью добиться неких более весомых достижений стратегического или оперативного и стратегического характера. В то же время российские срочники, которые попали в украинский плен, опровергают слова Алаудинова. Напомню, что командир кадыровцев уверяет, что ни один из его бойцов не попал в плен. Эти заявления он сделал даже несмотря на большое количество видео с пленными ахматовцами. У нас остался один капитан, ротным был. Вот он шел с нами, он с нами в плен и попал. И с Ахмата было 3 человека у нас. Они помогали нам выйти. Это именно спецназ Ахмат? Да. И они попали в плен? И они попали в плен с нами. Они вместе с нами и сдались. Спутниковые снимки показывают, что сейчас в Курской области на определенных направлениях россияне пытаются строить хоть какие-то линии обороны. Тем временем BBC пишет, что Курская область не рассматривалась российским руководством как вероятное место боевых действий. Поэтому фортификации и минные поля хоть и существовали, однако были настолько незначительными, что их быстро преодолели ВСУ. Мониторинговый канал Deep State тем временем сообщал, что общая площадь захваченных ВСУ территорий РФ 469 квадратных километров. Еще 506 находятся в серой зоне. В России же кинулись вновь говорить о переговорах с Украиной. Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами. На мой взгляд, это было сделано абсолютно сознательно, потому что ведение переговоров с абсолютно неадекватным противником на сегодняшний день, наверное, просто противоестественно.
Российский министр обороны в белой рубахе да при галстуке тем временем вообще, судя по всему, не озадачен ситуацией в Курской области. Белоусов в эти дни побывал на форуме «Армия-2024». В его ведомстве говорят, что там он увидел технику, которая задействована на линии фронта. Кроме того, Белоусов смог посмотреть, как же выглядят FPV-дроны, окопный рэп и дистанционные передвижные платформы для управления стрелковым вооружением. В Москве отчитали, что министр посетил также не линию фронта, а экспозиции военных ведомств Беларуси, Ирана и Китая. Наступление ВСУ в Курской области привело к коллапсу в железнодорожном сообщении в западных и центральных регионах РФ. РЖД не принимает составы из Беларуси на московском и брянском направлении. Об этом пишет телеграм-канал «Экономика Беларуси». Также сообщается, что белорусской железной дороге была направлена телеграмма, в которой говорится о необходимости прекратить отправки грузовых поездов со всех станций БЖД назначением Орловско-Курского отделения Московской ЖД с 12 августа. Ситуация в Курской области привела к нарушению графиков работы. «Экономика Беларуси» сообщает также о том, что рассчитывать на доставку товаров в срок гражданские получатели уже не могут. Неизвестные пытались отравить несколько тысяч военных в Германии. Немецкие издания пишут о том, что диверсанты могли загрязнить водопроводную воду в казармах Бундесвера. Детали сообщает издание «Шпигель». Журналисты пишут о том, что на месте работает военная полиция и служба военной контрразведки. Казармы, которые находятся недалеко от Кёльна, закрыты, а солдатам и гражданским запрещено употреблять воду из системы водоснабжения. Уточню, что в казармах расположены несколько командных пунктов, а также военные и гражданские ведомства Бундесвера. Там также базируются военно-воздушные силы Министерства обороны, поскольку казармы непосредственно прилегают к Кёльнскому аэропорту. Всего же на объекте работают 4300 солдат и 1200 гражданских работников. И именно поэтому в этом мини-военном городке есть своя система водоснабжения. Военно-воздушная база под Кёльном является важным центром военной поддержки Украины. Украинские солдаты, прошедшие подготовку в Германии, регулярно возвращаются оттуда через Польшу в страну, которая подверглась вторжению России. Кроме того, авиабаза НАТО в немецком городе Гайленкирхен также была оцеплена из-за предполагаемой диверсии. И речь вновь идет об отравлении воды. Лукашенко меняет свою риторику в отношении Польши. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Томаш Симоняк. Изменения произошли совсем недавно, говорит министр, буквально с июля. По его словам, изменилась и ситуация на белорусско-польской границе. В то же время в Варшаве говорят, что Польша, как и прежде, настаивает на том, что белорусский режим должен освободить Анджея Почобута, а также передать Польше мигранта, который этим летом убил польского солдата на границе. Пока этого не произойдет, Польша не откажется от планов закрыть погранпереходы на границе с Беларусью. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że od lipca Имеем дело с такой ситуацией. С июля у Лукашенко новая риторика в отношении Польши. Есть снижение тех попыток нелегального пересечения границ. Поэтому считаем, что есть основания для того, чтобы эти труднейшие проблемы разрешить. В то же время понятно, что эти переговоры должны проводиться доверительным способом, чтобы они были успешными. В этом направлении будем двигаться. Всегда будем руководствоваться интересом Польши. А интерес Польши – это освобожденный Анджей Почобут. Также это осужденный, предоставивший перед судом убийца польского солдата и множество других дел, которые можно иначе урегулировать, если идет речь о польско-белорусских отношениях. На Ближнем Востоке еще есть время для дипломатии и вероятность предотвратить масштабную региональную войну. Такое заявление прозвучало в Пентагоне. Пресс-секретарь военного ведомства Пэт Райдер говорит, что США перебрасывают свои войска в зону их ответственности для миссии сдерживания. Известно, что ВВС США перебросили на Ближний Восток самолеты, а также ВМС США отправляют туда авианосную группу «Авраам Линкольн» с самолетами F-35. Помимо этого, в регион была направлена и подводная лодка. В
В Пентагоне также уточняют, что сейчас на Ближнем Востоке находятся 40 тысяч американских военных. В то же время Байден считает, что Иран, учитывая всю эту обстановку, откажется от идеи атаковать Израиль. Мы посмотрим, что предпримет Иран, и посмотрим, что будет, если произойдет какая-либо атака, но я не сдамся. Детальнее о ситуации на Ближнем Востоке мы также поговорили с военным обозревателем. Есть шанс и на превентивный удар Израиля по Хизбалле, если в Израиле будут видеть четко процесс подготовки к удару по Израилю, а превентивный удар по Хизбалле увеличивает резко шансы на то, что начнется большая война, как и увеличивает и эти шансы, собственно, ответный удар гипотетически по Хизбалле. Большая война может быть вот то, что называют региональной, это если Иран окажется полностью в нее вовлеченным. Не одноразово в плане обмена ударами, а полностью. А менее большая, но тоже очень значительная и важная война во всех отношениях и для Израиля стратегически, это большая война с Хизбаллой. И, на мой взгляд, шансы на нее довольно велики. А если израильское правительство сделает правильный выбор и решит изменить стратегическую ситуацию в отношениях с Хизбаллой, то тогда эти шансы должны быть неминуемы, потому что это правильный выбор. Начать, собственно, большую войну с Хизбаллой и сделать это в ближайшее время, а не тянуть еще многие месяцы. Так что обстановка сложная, взрывоопасная, многое упирается в разные варианты, сценарии, кто ударят, когда ударят противники Израиля, каков будет ответ Израилю, каков будет ущерб, будет ли превентивный удар в той или иной степени. События предстоят важные, интересные. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Также не забывайте пользоваться VPN, если вы находитесь на территории России. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.